Кому вы доверяете? Своей семье, друзьям, коллегам? Может быть, начальнику, который звонит вам среди ночи со срочным заданием? А теперь представьте, 3 часа ночи, вы за рулем такси. Вы как невидимка, который перевозит таких же невидимых. Пьяных, уставших, потерянных. И вот из радио доносится новость. В городе появился маньяк. Убийца, который не просто отнимает жизнь, он сдирает и носит кожу своих жертв. И вот вы подбираете нового пассажира. Он молча садится сзади и дышит вам в затылок. И вы понимаете, что от этой поездки зависит не просто ваш сегодняшний заработок, а ваша кожа. Я вам задам вопрос, к которому мы вернемся еще раз в конце видео. Что страшнее, встретить монстра в темном переулке или осознать, что он уже сидит рядом с тобой, притворяясь человеком? Сегодня мы заглянем в самую суть этого ужаса. Мы разберем игру, которая заставляет по-новому взглянуть на слово доверие. Но начнем с самого начала. Итак, наша игра начинается с парня по имени Макс. Обычный парень, и его вполне такая же обычная работа ночного таксиста. Первое, что нам нужно сделать, это банально получить ключи от машины. Джерри? Максимилиан. О, привет, Джерри. Я как раз приходил за ключами. Думал, проскользнешь тут мимо старого доброго Джерри, да? Не в этом дело, Джерри. Я просто... Если ты и дальше будешь так работать, я тебя быстро верну назад, к твоей вонючей лавке за магазином с выпивкой. Будешь опять свои акции 2 по цене одного предлагать. Плюй и суй. Да что до тебя? После унижения от нашего босса Джерри, мы наконец-то садимся в свое такси и выезжаем в ночной город на поиски первого пассажира. И через пару кварталов у одного из баров мы уже замечаем пьяного мужчину. Выглядит он, скажем так, не лучшим образом. Скажи, дружок. Да. Сколько будет стоить, если я обоссусь на сиденье? Я не знаю, а сколько в эти дни стоят хорошие сэндвичи? Ну не, это того не стоит. Давай езжай, Макферсон, у старой водонапорной башни. И вот что сразу цепляет, в этом городе попросту ни души. Пустые улицы, темные переулки, и только ты один за рулем. Ну и пассажир. И да, тебе не дадут никакой карты или что-то вроде навигации. Приходится полагаться только на собственную интуицию и смутные ориентиры, чтобы понимать, куда ехать. Ну, хоть радует, что городок не такой уж и большой, и быстро начинаешь ориентироваться по памяти. Да-да, останови у парковки. Так, ездим дальше и ищем кого подвезти. Вообще город поделен на 2 части, центр и низ. Между ними есть соединяющий тоннель. А вот и второй клиент. Тоннель. Тоннель? Я что, запинаюсь? Шевелись, пока я не разозлился. Хочешь потусить? Есть крутое место в тоннеле, могу тебя провести. Оу, нет, у меня еще смена не скоро закончится, но спасибо. Так держи свой рот на замке до конца поездки. Кто-то пытался влезть в мою машину? Мы прерываем ваше прослушивание для срочного сообщения. Только что поступила информация, что сегодня вечером полиция проводит масштабную операцию по поиску преступника. Всем гражданам настоятельно рекомендуется не выходить из дома без необходимости. Если вы все же оказались на улице, сохраняйте бдительность и немедленно сообщайте о любых подозрительных личностях. Информация не подтверждена официально, но по данным наших репортеров, это может быть связано с обнаружением очередной жертвы скинфрика. Если это так, то скинфрик может находиться в нижней части города. Ну класс. Это убийство случилось всего в паре кварталов отсюда. Как же я не хочу работать сегодня. После таких новостей принимать такси незнакомцев последнее, что хочется делать. Но у Макса нет выбора. Но по крайней мере радует то, что следующий пассажир это старая бабушка. Спасибо, сынок, ты очень вовремя. Я бы не хотела сегодня работать ночью. Ты слышал про скинфрика? Да, только что по радио.
А я видела место преступления. Знаешь ли, проходила там час назад. Это просто кошмар. Это точно его рук дело. На той женщине ни дюйма кожи не осталось. Она висела, как животное на убое. Судя по крови на том месте, ее, похоже, очень долго избивали. Кожу снимали слой за слоем, словно луковицу, и повесили вверх ногами в каком-то переулке. Отвези меня на Маклин-авеню, пожалуйста. К боулингу? Хорошо. От такого разговора можно и подумать, что скинфриком может оказаться и эта бабушка, учитывая, что она в такой поздний час идет в боулинг. Знаешь, а я ведь видела его. Простите, видели кого? Ну, конечно, скинфрика. В смысле? Что ж, это было в прошлом году. Я тогда опаздывала, потому что мой кот, мистер Масляное Пузико, был болен. И понимаешь, я дала ему новый... Вы видели скинфрика? Оу, да, сынок, я уверена, что видела его. Я спала поздно в своем саду позади своего дома, успокаивая своего пузатика, когда услышала какой-то шум около дома соседа. Наши участки разделяет большой деревянный забор, поэтому я тихо подошла к нему и заглянула из щели. Я подумала, что это, наверное, грабитель или вандалы. Ох, хотела бы я, чтобы это было так. Так что вы там увидели? Света было мало, но, боже господи, силуэт этого человека. Он казался нереальным, словно кошмар. Он был настолько бесформенным, что некоторые части тела торчали оттуда, где они не должны были быть. Звук, который он издавал, когда двигался, такой мокрый, хлюпающий звук при каждом шаге. Он стоял ко мне спиной, так что я не увидела его лица. Он пытался открыть окно в спальню моего соседа. Мне кажется, я крикнула от испуга, потому что он повернулся ко мне и... Он просто уставился на меня. Я уверена, что он смотрел на меня. Хоть его лица толком не было видно в тени, я чувствовала, как его глаза сверлят меня. И после того, что длилось часами, а на деле всего лишь секунды, он просто отвернулся и ушел в тьму. Вот и все. Бабуль, вы просто реально заставили меня пожалеть, что я сегодня вышел на работу. Ой, да не волнуйся, милок. Если я, маленькая старушка, его отпугнула, то такой молодой мужчина, как ты, будет в полном порядке. Ага. Держи, сынок. Я думаю, это покроет цену за поездку. Мэм, это же просто пуговица. Мне нужно выпить кофе. Надо сходить в Глорию. Как вы заметили, в этой части города очень узкие и непонятные дороги. Большая часть дорог вовсе перекрыта. Возможно, это связано как-то с скинфриком. Мы подъехали к незамысловатому магазинчику, где мы можем купить кофе. Нас встречает Глория. Приветик, как ты, Макс? Все как обычно, развожу клоунов по городу. Знаешь, тебе как будто не помешало бы выпить кофе. Глория, ты даешь советы лучше, чем мой уролог. Пока Макс ждет свой кофе, он решает отойти в туалет. Освещение там, конечно, так себе. Сделав свои дела, он возвращается к стойке и замечает нечто странное. У одного из столиков опрокидывается стакан. Любопытство берет верх, и мы решаем подойти и проверить, что случилось. Но наше маленькое расследование прерывает Глория, которая наконец приносит наше кофе. Спасибо. Вообще, я удивлена, что ты решил сюда заскочить. У тебя ведь есть клиент и все такое. В смысле? Оу, это странно. Что? Я думала, что я видела кого-то на заднем сиденье твоего такси. Похоже, мне просто показалось. Спасибо Глории за этот криповый момент. Ну ладно, проверим салон, вдруг там действительно кто-то сидит. Тем не менее, Максу все еще нужно продолжать работать. Поэтому мы выезжаем искать новых клиентов, и мы находим девушку по имени Белль. Слава богу, я думала, что такси уже не едут в это время. Просто я только прилетела из Альбукерки, и блин, крылья просто отваливаются. То есть я хотела сказать, руки отваливаются. Можешь меня отвезти к мотелю? Да, конечно. Вы проездом в нашем городе? Что? Вы останавливаетесь в мотеле, просто проезжайте через наш прекрасный город? А, нет, я планирую тут остаться. Я просто живу в этой дыре, пока не найду квартиру. Понял. Ты выбрала довольно хорошее заведение. После того, как мы высадили Белль, по рации с нами связывается Джерри. Он сообщает, что у него сегодня горячая свиданка и приказывает нам вернуться в магазин, чтобы закрыть его вместо него.
Вернувшись в гараж и начав закрывать ворота, мы слышим внезапный вой автомобильной сигнализации. Оказывается, багажник нашей машины почему-то открыт. Но желая поскорее забыть кошмары этой ночи, мы решаем просто бросить ключи в офисе и как можно быстрее уйти домой. Исход для Макса, к сожалению, предрешен, и это неизбежный сценарий. Но на этом игра не заканчивается, его смерть — это не конец, а точка перехода. И теперь, как вы возможно догадались, игра переключается на его последнюю пассажирку Белль, той самой девушки, которую мы везли в мотель. И ее испытание кажется куда страшнее. Наша история продолжается, но теперь уже в квартире Белль. Картина не самая лучшая, у нее устроили погром. Вещи разбросаны, мебель перевернута, а на стене кривая надпись краской «Я достану тебя, свинья». Коп, принимающий заявление, пытается уточнить детали, но хотя Белль и не видела лица, кто это мог сделать, у нее есть свои подозрения. Как я и пыталась вам объяснить, я точно знаю, кто это. Мой отец. Так вы видели, кто вломился? Что же вы сразу-то не сказали? Нет, я его не видела, но я знаю, кто это. Но допрос прерывает срочный вызов по рации полицейского. Его требует в службе такси Джерри. Не закончив разговор, коп убегает, оставив Белль наедине с разрухой. Пока Белль пытается привести квартиру в порядок, раздается звонок от телефона. Это ее босс, мистер Баун. Белль, слушай внимательно. Мне нужно, чтобы ты срочно приехала в офис и установила обновление ПО на всех компьютерах. Сейчас, у меня тут половина твоей недельной зарплаты. Пожалуйста, Белль, курьер с обновлением должен приехать в офис сегодня ночью. Учитывая состояние квартиры и срочную нужду в деньгах, мы соглашаемся. И вот мы уже в здании офиса. Пока что у нас на руках только ключи от нашего кабинета на 6-м этаже. Но первое, что бросается в глаза, в аппарате с газировкой застряли какие-то ключи. И кажется, мы даже догадываемся, кто их туда подбросил. Добрый вечер, Стив. Вечер? Уже ночь, Белль. Что ты здесь делаешь в такое время? Нужно установить обновление до завтра. Босс заказал доставку, и курьер должен был уже приехать. Наверное, опаздывает. О, отлично. Как встретишь его, передай ему, чтобы он зашел ко мне в кабинет. Так точно, мэм. Что-то происходило сегодня? Так, полагаю, ты не слышала последние новости. Здесь было волнительно. Нет, я была занята последние часы. Что было? Ё-моё, Белль, было довольно страшно. Ты же помнишь новенького в нашем офисе? Гарольд? Да, что с ним? Блин, это ужасно. Я даже не знаю, с чего начать. Он убивал людей, Белль. Сегодня вечером было несколько убийств Кинфрика. Пока не все подробности известны, но детективы обнаружили некоторые улики на месте преступления и были в доме Гарольда. Они ворвались к нему и, боже, не знаю точно, что там обнаружила полиция, но они подтвердили, что Гарольд действительно скинфрик. Этот псих, похоже, превратил в свой подвал пыточную камеру. Там нашли ДНК как минимум 6 женщин. Все они пропали без вести. Черт, а ты уверен, что это был наш Гарольд? Да, это было во всех новостях, поэтому я и был удивлен, что ты пришла сюда такой веселой, учитывая, что маньяка все еще не поймали. Что? Ой, мне не стоило было тебе это говорить. Когда приехала полиция, его не нашли дома. Но не волнуйся, полиция буквально недавно была здесь и все проверили. Тем более я буду тут, внизу, и буду следить за камерами. Тебе никто не навредит. Осматривая первый этаж, мы натыкаемся на дверь с табличкой «Потерянные и найденные». Нажимаем на кнопку вызова, но ничего не происходит. Решаем уйти, однако дверь внезапно перестает открываться. В этот момент из темноты появляется робот, вернее робот-женщина, как мы понимаем из разговора. Именно она заведует этой комнатой и, возможно, сможет помочь в будущем с поиском вещей. Выбравшись, наконец мы направляемся к лифту. И тут замечаем, что кнопка 5-го этажа отсутствует, а кнопка 7-го этажа заклеена скотчем. Поднявшись на 6-й этаж, мы попадаем в кабинет, судя по всему, секретарша. На столе компьютер и решаем зайти на почту. Из 2 писем выделяется одно от коллеги Карен. Как думаешь, что сегодня с Гарольдом? Обычно он такой милый, но в последнее время такой нервный, что, кажется, это начинает передаваться и мне. Что это? Проблемы с любовью? Рак? У меня был двоюродный брат, которому поставили диагноз, но оказалось, что это просто странная опухоль на боку. Ой, Баун идет, поговорим позже. В корзине же обнаруживаем удаленные письма с угрозами. Позже мы поймем, от кого именно. Это было недоразумение, детка, возвращайся домой, и я все объясню. Обещаю, все было не так, как казалось. Ты же знаешь, я бы никогда не причинил тебе вреда. Если ты не вернешься в нашу квартиру в течение часа, я найду тебя и проломлю тебе череп. Может, повторный удар по мозгу обратит вспять ту хреновую травму, которую я тебе нанес. Раз ты так со мной обращаешься, возвращайся. Запустить обновление пока нельзя, так как мы ждем курьера с обновлением, поэтому мы решаем просто прогуляться по ночному офису. Следующая дверь ведет в длинный коридор. Справа кабинет Карен, дверь не заперта. Внутри ее компьютер, защищенный паролем. К счастью, в мусорной корзине находим бумажку с тем самым паролем. Среди писем переписка со странным ником «Жирный кекс» и ответное сообщение, где Карен делится своей встревоженностью насчет Гарольда.
Выйдя, видим, что кабинеты Гарольда и самого жирного Кекса заперты, но на стойке с объявлениями записка от того Кекса. Он потерял ключи во время перекуса и будет рад их возвращению. И даже, кажется, мы догадываемся, где они могли застрять. Также заперты кабинеты босса Бауна и дверь в архив. Но по словам Белль, мы понимаем, что дверь вовсе не заперта, а просто что-то блокирует ее с другой стороны. Единственная открытая дверь здесь в наш собственный кабинет. Первое, что бросается в глаза, постер, отсылающий к игре Ski Freak от тех же разработчиков, и надувная кукла. И какого-то хера Белль решает усадить ее на стул. В шкафу находим жвачку. Пожевали, и теперь в инвентаре лежит использованная жвачка. Мы звоним Стиву, чтобы проверить, все ли в порядке. Алло. Алло, ты мне только что звонил? Нет, а почему ты спрашиваешь? Мне только что позвонили, и похоже, это была шутка или что-то вроде того. Не стоит отмахиваться от таких вещей, лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Я буду держать ухо востро, дай знать, если будут какие-то подозрения. Выйдя в коридор, сталкиваемся с Люси. Ой, это снова Нил. Он и его друзья снова в ярости. Прости, я не хотела тебя пугать. Мне просто нужно где-то побыть, пока он не успокоится. Я рада, что здесь будет кто-то еще. Ты слышала о Гарольде? Что? Нет. Говорят, Гарольд это скинфрик. Что? Да, за ним сейчас целая охота. Не может быть. Но что? Я думаю, я не слишком удивлена. Он был каким-то странным. Он меня пугал, даже когда с ним просто разговариваешь. Есть ощущение, что он думает о чем-то другом. Наверное, но я тоже не самая общительная. Ты же не думаешь, что я убийца. Я понимаю, о чем ты, но сама мысль, что такой монстр может быть в любой части твоей жизни, немного пугает. А Стив знает, что ты тут. Он не упоминал о тебе. А я просто проскользнула мимо него. Не хотела объяснять, почему я здесь. Думаю, он понял бы тебя, но я тебя не виню. Люси уходит, и одну монетку мы находим прямо здесь, на тумбочке. По журчанию живота Белли у нее возникает мысль, что курьер приедет еще не скоро, и она может успеть пойти перекусить в магазине неподалеку от офиса. На первом этаже Стива нигде не видно. Не успеваем подойти ближе, как включается радио. Полиция все еще ведет поиски человека, который, по их мнению, несет ответственность за серию жестоких убийств. Конечно, я говорю об убийствах скинфрика. Мало того, что полиция не нашла ни клочка кожи жертв, отсюда и прозвище, которое СМИ дали этому больному человеку. Пуговица оторвалась от моей куртки, искала ее 5 минут. Белль, тебе не нужно слушать такие вещи сегодня ночью, по крайней мере не сейчас. Ты прав, если что, я пойду поем через дорогу, я скоро вернусь. Выйдя из офиса, мы направляемся к заправке через дорогу. Решаем взять хот-дог, собираем его из ингредиентов, подходим к кассе, но продавца нигде нет. Думаем просто оставить деньги на стойке и уйти, однако дверь не открывается. Мы решаем осмотреть помещение в поисках другого выхода. В подсобке находим сумку, которая увеличивает наш инвентарь. Также видим компьютер со странным файлом внутри. Замечаем окно, через которое можно выбраться, но ему мешает болт. Привет, я не хотела подглядывать, я не могла выбраться, ваша дверь была заперта. Так что да, я положила деньги на стойку, и если бы вы могли открыть мне дверь, было бы здорово. У тебя очень гладкая кожа, не такая, как у меня. Нет, моя вся в морщинах, как изюм. И нам дают выбор. Оу, спасибо, вы так добры. Тебе так нравится, когда мужчины делают тебе комплименты, не так ли? Как тебя зовут? И снова выбор. Лучшим решением было бы сказать что-то, что заставит его отступить, но вариант про мужа не совсем подходит, так как на парковке не было ни одной машины. Как тебя зовут? Мое имя это загадка? Я не силен в загадках. Ты хорошенькая. Ты не так сильно красишься. Мне это нравится. Люди, которые сильно красятся, неестественные, как будто у них другое лицо, чужая кожа. Такое чувство, что я не могу узнать настоящего человека. Понимаешь, о чем я? Ты кого-то мне напоминаешь. Знаешь кого? Ты поможешь мне вспомнить? Я могу задать тебе вопрос. Ты меня помнишь так же, как я тебя помню? Прости, он болен. В этот момент старик случайно роняет отвертку. Мы мгновенно подбираем ее, откручиваем болт и вылезаем через окно. И да, стоил ли хот-дог вот этого? Возвращаясь к офису, мы замечаем, что на парковке появилась новая машина, которой раньше не было. Вернувшись в офис, мы столкнулись с отключением электричества. Чтобы восстановить питание, нужно было спуститься в подвал и найти рубильник. Стива нигде нет, но оставленный им фонарик очень пригодился. Спускаясь в подвал среди хлама, мы нашли одну монетку. Одна из дверей была заперта, но через окно удалось разглядеть странные бочки. Идя по коридорам, мы наткнулись на работающий телевизор, а вскоре и на сам рубильник. После его включения мы надеемся, что свет вернется. Попутно нашелся энергетик, который дал ускорение передвижения. Поднявшись, мы решаем найти Стива. В лифте возникла идея нажать на недоступную кнопку 5-го этажа с помощью жвачки, наклеив ее на панель. Оставалось найти предмет, чтобы ее нажать. На 4-м этаже в кухне я сварил кофе, который также дал эффект ускорения. В уборной мусорке нашлась пуговица, идеальный инструмент для нажатия на жвачку в лифте. 5-й этаж оказался роскошным помещением
с фонтаном. Мы заметили, что у фонтана есть монетка, но попытка взять ее провалилась, рыбка оказалась быстрее. В одной из комнат нашлась фотография какой-то полки. На втором уровне этажа обнаружился люк вентиляции. С помощью отвертки мы сняли решетку и полезли внутрь, задаваясь вопросом, почему Белль вообще делает это все сама. С одной стороны шахты работали лопасти вентилятора, поэтому пришлось ползти в другую. В результате мы свалились вниз, в неизвестное ранее закрытое помещение. Спускаясь по лестнице, мы нашли запертый шкафчик с замком, а еще ниже еще одну монетку и дверь на второй этаж. Там меня встретил робот-пылесос. На электрощите висело предупреждение не проливать воду, но чтобы отключить вентилятор в шахте, требовалось как раз это сделать – найти кружку и пролить воду на щиток. Поэтому нам пришлось вернуться к роботу из комнаты потерянных вещей, которая без вопросов помогла с кружкой. Вода была успешно пролита, и вентилятор остановился. Пройдя через теперь уже безопасные лопасти, мы упали в комнату, похожую на архив. Среди множества коробок узналось место с той самой фотографией. Там же нашелся автомобильный домкрат. После всего пережитого Белль почувствовала сильную усталость. Она решила ненадолго прилечь на диван в кабинете Карен. И вроде как этой надписи не было. Мы ложимся на диван, и похоже, нам снится сон. Я весь день работаю, надрываюсь и вспоминая о вас, двух бездельников, и готовлю еду. На этот раз не выбрасывай кожу, ты же знаешь, что это любимая часть твоего отца. Благодаря этому сну у нас появляется сомнение насчет того, точно ли Гарольд скин-фрик. Я просто ищу кого-то, кто может подписать. Как ты сюда попал? Охранник на входе тебя впустил? Нет, я никого не видел, так что я просто вошел. Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне просто нужна твоя милая маленькая подпись. Ты тут совсем одна? Да, хотя нет, внизу должен быть охранник. Я не видел охранника. Будь осторожна сегодня вечером. Теперь наша задача установить это обновление на все компьютеры в офисе, а для этого нужно найти способ попасть во все кабинеты. Я решил начать с кабинета Карен. Успешно обновив, мы идем в наш собственный кабинет. Там перегорела лампочка, но компьютер работает, и у нас появляется ощущение, что за нами следят. Решаем не отвлекаться и продолжить исследование других комнат. Спускаемся на второй этаж и на пути закрывающиеся ворота. Используем домкрат, чтобы их зафиксировать. Берем с собой стул, поднимаемся на 4-й этаж, заходим в рабочую комнату. Ставим стул под люком и забираемся внутрь. В вентиляции находим забитую мусорную трубу и проталкиваем засор. Спускаемся на 2-й этаж, предполагая, что мусор упал именно туда. На месте падения находим ключи. Спасибо роботу-уборщику, который их мне подал. Единственный адекватный коллега в эту ночь. Ключи оказываются от кабинета уборщика. Вспоминаем его расположение и идем на 3-й этаж. Там замечаем рюкзак на высокой полке, до которого не можем дотянуться, а также забираем леску. Постер в комнате подсказывает, куда идти дальше. Поднимаемся на 5-й этаж к фонтану, используем леску, чтобы выловить нашу монетку. Теперь можем забрать ключи жирного кекса из торгового автомата. Осматриваем его кабинет и забираем трофей для того фото, а на его компьютере царит хаос. Возвращаемся к кабинету уборщика, ставим стул и забираем рюкзак, что увеличивает слот инвентаря. Затем идем в архив, там, руководствуясь фотографией, расставляем вещи в точном порядке, что открывает секретный проход в кабинет босса Бауна. Установив обновление, я в его же мусорке нашел код. Этот код открыл шкафчик внизу, где лежал еще один рюкзак. Обходя вирусы на компьютере жирного кекса, находим среди прочего удаленный рисунок с подписью «Папа». Маленькая, но любопытная деталь, к которой мы еще вернемся. Обновляем и этот компьютер. И наконец кабинет Гарольда. Проходя по коридору, мы с удивлением видим, что дверь в его кабинет открыта. Внутри находим плащ, шляпу и документы о разводе. Решаем установить обновление и здесь. Компьютерные файлы закрыты, но систему обновить удалось. Думая, что работа окончена, собираемся уходить. В кабинете секретарши звонит телефон. Думая, что это босс, мы снимаем трубку. И слышим хороший сигнал о том, что пора уже уходить. Ни Стива, ни Люси мы больше не видели. Подходя к выходу, происходит это. Здание заблокировано. Идя обратно, мы слышим голос с рации. «Белль, это ты?» «Стив? Да, я тут». «Белль, мы не можем выбраться. Мы должны... «Стив, ты в порядке?» «Не волнуйся, Белль. Я за дверью безопасности. У меня есть ключи доступа к воротам в коридоре, но я не могу добраться до 7-го этажа. Нужно разблокировать здание». «Хорошо, Стив, держись, я иду к тебе». Этот разговор открыл дверь, запертую всю ночь. За ней оказалось что-то вроде раздевалки. Проходя мимо душевых, я наткнулся на кровавый мусор. Среди него карта доступа. В ту же секунду где-то рядом послышался шорох. Я спрятался за занавеской.
И едва я выбрался оттуда, по всему этажу разнесся новый звук. Это был голос Люси. «Помогите кто-нибудь, пожалуйста, Стив, Белль, я в подвале, пожалуйста, мне больно». И вот он момент выбора. Путь вперед, спасению через 7-й этаж или путь вниз, на крик о помощи в противоположную сторону. И я выбрал Люси. Спускаясь в подвал, мы заходим в ту самую дверь и видим Люси. И происходит самая напряженная минута игры. И мы выбираемся. После этого мы спасаем Люси. Также мы с ней договариваемся, что Белль поднимается на самый верхний этаж и разблокирует здание, а Люси останется на первом этаже. И сразу после разблокировки побежит звать на помощь. Осознавая, что лифты мертвы, начинается наш изматывающий пеший подъем. Каждый пролет лестницы, каждый темный коридор, все сливается в одно испытание на выносливость. На 5-м этаже нужно нажать все кнопки в офисе, чтобы просто открыть дверь. Оказавшись в тупике, возвращаемся к проверенному способу – вентиляции. Путь через них приводит меня в архив, а оттуда через знакомый уже кабинет секретарши и коридоры. Я наконец оказываюсь у лестницы на 7-й этаж. Войдя в комнату управления, мы видим, что в кресле сидит неподвижная фигура, и, как оказывается, труп курьера. Мы нажимаем на кнопку. Мы забираем пистолет. Выйдя из комнаты, мы встречаем Гарольда. «Белль, ты меня испугала, я не знал, что ты здесь. Гарольд, что ты тут делаешь?» Забавно получилось, я уснул за своим столом, мистер Баунд поручил мне важный проект. Я проснулся только тогда, когда сработала сигнализация. Потом я вышел из кабинета и стал искать выход отсюда. «Что-то случилось? Ты выглядишь так, будто увидела привидение». Что мне делать? Почему он ведет себя так нормально? Ты видел что-нибудь странное? Я не знаю. Я не знаю, почему вдруг сработала сигнализация. Я думаю, это какая-то неисправность или вроде того. Происходит что-то ужасное, люди мертвы, их убили. Нам нужно убираться отсюда. Убили? Может мне притвориться дурочкой? Похоже, он не знает, что я знаю. Идя дальше, мы видим дверь с трупом, и мы надеемся, что это не Стив. Зайдя в эту комнату, мы попадаем в что-то вроде комнаты наблюдения. И в этот момент Белль очень сильно настораживается. Когда мистер Баунд пригласил меня, он сказал, что я буду единственной в офисе ночью. Окей. Наверное, он забыл, что попросил меня задержаться на прошлой неделе. Ты же знаешь, какой он. Почему я тебя не видела сегодня вечером? Я, что, под следствием или что? Хватит задавать вопросы. Алло, Гарольд, у нас пистолет. Мы нажимаем на кнопку. Белль. Да, игра сделала свое дело. Гарольд не был скин-фриком. Поднимаясь на лестнице, мы встречаем полуживого мужчину. И как оказывается, это наш отец. То есть наш папа тоже не скин-фрик. Выйдя, мы попадаем на крышу. И решаем забраться еще выше. Я думал, мы были друзьями, Белль. Что? Стив? Ты как? Давай, Белль, пойдем со мной. Прости, что пришлось соврать. Я имею в виду насчет Гарольда. Я рад, что мы провели вместе эту ночь. Я не ожидал, что ты будешь работать сегодня вечером. Забавно, как распоряжается судьба, да? Я спрятался в подвале, когда полиция обыскивала здание. Я как раз собирался уходить. У меня было все необходимое, и я собирался уехать из штата. Но потом вошла ты, Белль. И я просто... Мне нужна была твоя кожа. Мы просыпаемся в больнице. И игра заканчивается.
конце титров нам дают подробности. После пребывания в психиатрической лечебнице Белль вернулась в реальный мир. Ее местонахождение установить не удалось. Похоже, она скрывалась, поскольку пресса и репортеры каждый день давили на нее, требуя всех ужасных подробностей. Стив мертв, ее отец мертв, но шрамы все еще остаются, и она пытается вернуть то единственное, чего ей не хватало все эти годы. Нормальную жизнь. И да, она определенно получила крутой крюк на правом предплечье, хотя мы не знаем, где она. Мы можем быть уверены, что сейчас она спит нелегко. Недавно сообщалось, что могила Стива, теперь известна как печально известная Skin Freak, была засыпана пылью почти через год после событий той роковой ночи. Его тело пропало. Шериф округа объяснил это действиями подростков. Что ж, игра умеет водить игрока за нос. Вспомните первую часть. Мы играем за Макса, обычный таксист, ночная смена. Разработчики буквально заставляют нас подозревать каждого пассажира. И когда мы уже настроились на историю выживания таксиста, игра делает резкий финт. Макс погибает, а мы переносимся в офис Белль. Довольно интересный ход от игры. Дальше игра только наращивает темп паранойи. Нас буквально забрасывают ложными зацепками. Мы начинаем подозревать Гарольда, потому что о нем трубят новости. Потом игра подкидывает угрозы от отца Белль. Нас заставляет косо смотреть на всех. На курьера с обновлением, на странную Люси, которая прячется в офисе, на стрёмного старика на заправке. Мы ищем маньяка где-то там, в тени, пока он на самом деле находится в самом освещенном и, казалось бы, безопасном месте. Но среди этого хаоса есть интересные мелкие детали, которые делают мир игры чуточку живым. Например, история с коллегой по прозвищу Жирный Кекс. Если быть внимательным, становится понятно, этот парень не просто странный сотрудник, который не умеет писать. Детский рисунок с надписью «Папа» в его вещах намекает на то, что он сын самого босса Бауна. И вот мы подходим к главной иронии. Стив. Самое жуткое, что его встреча с Белль – это чистая случайность. Стив уже планировал свалить из штата. Он прятался в подвале, пока полиция обыскивала здание. Он уже закончил свои дела, но тут по воле случая или жадности босса Бауна в офис приходит Белль. Помните вопрос, который я задал в начале? Что страшнее, встретить монстра в темном переулке или осознать, что он уже сидит рядом с тобой, притворяясь человеком? Эта игра дает жесткий ответ. Макс погиб от рук монстра из багажника, которого он не знал. Белль едва не погибла от рук человека, которому доверяла и с которым работала. И именно предательство доверия пугает больше, чем любой нож в темноте. Белль выжила, но она навсегда осталась со шрамами. А исчезновение тела Стива из могилы – это последний штрих разработчиков, напоминающий нам, зло не уходит просто так. Оно просто ждет момента, чтобы надеть новую кожу. На этом у меня все, друзья. Это был мой первый опыт создания такого длинного видео с полноценным разбором игры и сюжета, поэтому я буду искренне благодарен за вашу поддержку. Напишите также в комментариях, как вам такой формат, стоит ли делать подобные разборы дальше. И, конечно, главный вопрос, сразу ли вы поняли, что Стив это и есть Skin Freak? Или вы, как и я, до последнего подозревали Гарольда или отца Белль? Будет интересно почитать ваши теории. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.